Топ-5 ТВ-боксов до 50 баксов из Китая снова перекроился на осень 2023 года. Как-то перед распродажами 11.11 все это случилось, и мы обязаны просто вас оповестить о новом участнике и о выбывании одного из участников этого топа. Потому что, очень интересное такое изменение, оно небольшое для топа, но очень большое в плане одного выбывания и другого пребывания. Короче, как-то так. На канале Технозон, поехали. Слушайте, мы на главной странице нашего канала, и дабы сильно не растягивать, подписываемся на мой канал. Нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот обзоры. И, конечно же, обзоры всех вот ТВ-боксов, которые мы сегодня обговариваем, лежат в описании под видео, как и ссылки на проверенных продавцов. А если вы это смотрите в период распродажи 11.11, то специальные промокоды тоже закину вам туда под видео. Если уже нет, ну что ж, бывает и такое. На пятом месте был Realme 4K стик, сказал бы я, но именно был, сказал я сейчас. Короче, выбыл. Ребята, выбыл, связано с появлением нового участника топа, и все. Вот за $48, которые он стоит, хотя он неплох, он был на Google TV, 2/8, самый обыкновенный сертифицированный стик с сертификацией Netflix, с пультом, который не управлял, к сожалению, телевизором, но с Google ассистентом. Вроде бы все было неплохо. Выбыл. Дальше расскажу откуда. Просто выбыл, забыли. Пятое место. У нас опустился Tanix W2 и Tanix X4, только из-за того, что это у нас реально чистый Android. Я советую 4х32 версию, прошивать ее на Slimbox за 27 баксов. 4х32 вы получите iMlogic S905W2, LAN RJ45 на 100 мегабит, поддержку AV1, и он уже настолько стал популярным, потому что за $27, реально получить полноценный ТВ-бокс на чистом андроиде становится все труднее. И во многих комментариях, когда там делаю обзор на ТВ-боксы, кто-то говорит там, я вот использую там, хотел бы вас спросить мнение там про какой-то ТВ-бокс на Allwinner. Им в комментариях пишут ответ: купи Tanix W2 и не мучайся, прошей на Slimbox и кайфуй. Это примерно правда, потому что если вы умеете прошивать, если у вас руки не для скуки, то вы действительно можете получить достойный TV-бокс. То есть с тем же Android 11, 4х32 уже повторяюсь, и декодером AV01. Для ютубчика, для просмотра киношек онлайн, для просмотра даже каких-то раздач там 40 до 40 мегов, он очень даже ничего. При этом на том же пятом месте у нас стоит Tanix X4, немножко хуже у него обстоят дела с 5 ГГц, и стоит он 48, поэтому я мало на него обращаю внимание, прошивать тоже надо. Советую, конечно, из этой серии 27 баксов Tanix W2. Tanix X4 можете посмотреть мой обзор, как бы тоже заслуживает внимания, это полноценный 905X4 процессор, но за эти деньги уже как бы перебор. А вот на четвертом месте у нас тот наглый сорванец, который влетел в топ. Это Mikulka M2. И он стал стоить дешевле 50 баксов. Mikulka M2 с сертификацией Netflix, с Dolby Atmos, на процессоре iMlogic S905X2, моем самом любимом процессоре, который холодный, который был достаточно мощный, с поддержкой 4К. Здесь нет Dolby Vision, но при этом это полноценный сертифицированный бокс уровня Realme, только на Android TV, не на Google TV. Вот на секунду. У которого пультом можно управлять пультом вашего телевизора, вернее заменить пульт вашего телевизора на включение, регулировку громкости и переключение источников. То есть здесь нам нужно с вами понимать, что это уже другой уровень, и это не просто Mikul, это Skyward с формулой памяти 2/8, что именно можно приписать всем, скажем так, ТВ-боксом сертифицированным. Это iMlogic S905X2-B. Опять же, на Netflix делают у нас спор. YouTubeчик 4К HDR тоже работает, но есть здесь один такой себе интересный аспект, то что в нем работает постоянно HDR, но через TV Quick Actions можно попробовать его отключить, и плюс будет у вас автофреймрейт через тот же TV Quick Action. Будет просто-напросто работать. Суперовая тема. Очень рекомендую. Смотрим мой обзор. Прям вот
тема. На третьем месте у нас Wonder X3 и Wonder X4, потому что на Wonder X3 у нас, кстати, Wonder X3 даже стоит немножко дороже, чем Wonder X4, хотя, наверное, просто по памяти. А нет, память 4 на 32, а здесь память 4, да, Wonder X3. А знаете почему? Потому что на Wonder X3 существует полноценная прошивка Yugus, порт Yugus. Его покупают, он на Amlogic S905X3, очень старый, хорошо зарекомендовавший, и у него 1000 мегабитный LAN, на секундочку, это из участников топа единственный, у кого 1000 мегабитный LAN, ну, как и у Wonder X4, но на Wonder X4 шьется прошивка Slimbox, и это полноценный X4 процессор на Mali G31, на Android 11, на Android 11 и на прошивочке Slimbox с AV1 кодеком, кстати, в отличие от 905X3, это будет просто шикарный TV-бокс. Советую, очень, тоже смотрим обзор. И Wonder X3, это действительно, это бестселлер. Когда я его выпустил, он был еще сыроват чуть-чуть, там на меня ругались, там какие-то проблемы с антенной 2.4. Потом, когда это все пофиксили и пошел он в серию уже такой нормальный бокс, то сейчас это вот напишите в комментах, кто считает, что Wonder X3 это конкретный бестселлер. Он продается пачками, он просто пачками, его очень много продано, на него очень много прошивок и Slimbox, и порт Yugus, и различные моменты, поэтому мы его конкретно рекомендуем, но это третье место. На втором месте у нас Xiaomi Mi Box S второй ревизии, потому что сертифицированные ТВ-боксы становятся все более популярны. И это Google TV на Amlogic S905X4 процессоре. Здесь у нас формат полноценного TV-бокса, правда, с одним портом USB 2. Есть Bluetooth 5.2, поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos. Пульт управляет телевизором тоже через инфракрасную опцию, громкостью включением-выключением, чего более чем достаточно. И как бы вот действительно заслуженно второе место. Почему? Потому что это все-таки Google TV. Можно его любить, можно не любить, но он есть. У него есть лицензия Dolby, ну, как бы они говорят, DTS, у них есть DTS лицензия, Dolby Atmos. DTS HD я так и не получил, как не пытался. Поэтому, кстати, еще HDR10 Plus есть. Поэтому действительно шикарнющий ТВ-бокс. Советую посмотреть мой обзорчик 2/8. Я сам его использую сейчас дома. Дома у меня сейчас конкретно этот бокс. И на первом месте у нас Xiaomi Mi TV Stick 4K за 46 баксов. Объясню, почему он на первом месте. Потому что за 46 баксов вы получаете примерно то же самое, что в Xiaomi, только здесь будет Android TV, не Google TV. А в Android TV работает и голос глобальный, и голосовой поиск, я имею в виду глобальный, и именно привычная кастомизируемая сцена Android TV, вот главное меню, даже оно, когда видоизменилось типа под Google TV, оно все равно при переходе влево кастомизируется, удаляются каналы, перемещаются, вы с этим можете справиться. Плюс еще и Play Market выведен, потому что в оригинальном Xiaomi Mi TV Stick 4K там надо произносить в Google ассистентом Google Play Store, и тогда он открывает Play Store, а здесь не нужно. Стик уже стал бестселлером, у нас есть группа по стику, можете пойти в группу, пообсуждать, и, кстати, все вот телеграм-каналы, телеграм-чаты, которые у нас есть, тоже есть в описании под видео. Ну что ж, свой топ ТВ5 я сказал, топ ТВ5, топ ТВ-боксов до 50 баксов, топ-5 ТВ-боксов до 50 баксов из Китая, я уже заговариваться начал, на ноябрь 2023 года. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.